Приветики! С вами Мелис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием The Isle Tide Hotel. Это у нас игра-фильм, будет рассказывать о необычном отеле, который открывает свои двери только один раз в 3 года. А для чего, спросишь? Для того, чтобы все разные личности со своими тайнами и чем-то там еще секретиками поняли, в чем смысл жизни. Да, интересный сюжет, немного непонятный, но давай посмотрим на этот фильм. Там есть очень много концовок, по-моему, 6 концовок, 14 вариаций и тому подобное. Короче, очень много всего. Давай не затягивать, бери вкусняшки, покушать, попить и поехали. Ну что ж, мы будем, если что, играть за девочку какую-то, девушку, главную героиню. Мы сможем там обманывать, перехитрить кого-то, манипулировать. И вообще, во время фильма все молчат. Но здесь субтитры, так что я не смогу молчать. В тот момент, когда реально мы смотрим фильм, надо молчать. Да. Ну... Ладно. Но я не могу. Ладно, будут субтитры. Выговорюсь. Хотя немного. Ига, бабушка. Это какая-то странная бабушка. Обычно бабушки порядки наводят, а это наоборот. Ну, делает. Миссис Бизли? Боюсь, что нет. О, да чтоб тебя! Черт! Черт! О, моя дорогая! Он с ней сделал. Вот, возьми. Я обвиняю тебя. Вы меня не знаете, но я нашла вас. Было не просто осознавать, что вы никогда не встречались, но она была убедительна. И выследив вас, я вернулся к ней, но ее уже не было. Все, что я нашла среди бардака, это адрес, который я прикладываю. Я должна убедиться, что она в порядке. Если ваша дочь хотя бы в малейшей степени вам не безразлична, то вы тоже придете. Подпись Прайс. Частный детектив. Ну вот он. Предмет из директории. Во-первых, слишком быстрые субтитры. Реально, слишком быстрые субтитры. Мне придется тараторить, а я это не хочу. Потому что иначе ты ничего не поймешь. И еще это темный фон. Возможно, его, может быть, убрать надо. Ладно, письмо с описанием цели. Вы меня не знаете, но нашла вас. Было не просто осознавать, что вы никогда не встречались. Но она была убедительна. Когда я выследила вас, я вернулась к ней, но ее уже не было. Все, что я нашла среди бардака, это адрес, который я прикладываю. Я должна убедиться, что она в порядке. Если ваша дочь хотя бы в малейшей степени вам не безразлична, то вы тоже придете. Отель Остров Прилив. Так, стой, давай настроечки. Цвет текста субтитров, разрешение, фон. Белый. Отключить. Давай отключим. Размер. Давай чуть-чуть побольше. Мышку уберу. Вы видели девушку? О, скажите мне об отеле. Что расскажете мне об этом отеле? Понятно. Так, я вот что тебе скажу. Пытаешься влиться в доверие, чтобы я проговорился?
Я обещал держать язык за зубами. Послушай, если это какая-то проверка, то я на такой не куплюсь. Не-не-не-не-не. Ладно, давай фон и среднее, все. В смысле белый цвет? Черный. Черный. А когда вы разъезжаетесь, вы выглядите еще страннее. Платить не буду. Прошу, выметайся отсюда. Платить не надо, наверное. Слишком быстро, серьезно. Пари, Чадвик. Пивый. Большой. Ого. Эй, какой-то он странный. Он хотел, типа, сигаретку или зажигалку? Что? Он прикурить хотел? Или чё? Чё он хотел от меня? Номерочек взять? Этого мы, наверное, не знаем. Хотя вдруг. Тут еще линия романтики будет. Ух. А почему часики без стрелок? Это что за взгляд? Как будто это я уборщик, а не она. Извините. Кнопочку. Настолько все плохо? Надо в кнопочку позвонить. Тогда заработает человек. Возвращение в отель Остров Переливов. Но только на финальную ночь. Надеюсь, вам удалось насладиться сессией, мисс Рэй. Он ничего не видит. Извиняюсь. Я принял вас за другого человека. Чем я могу вам помочь? Я ищу кое-кого, у меня есть приглашение, я хочу забронировать номер. У меня есть приглашение. Превосходно. Надеюсь, вам удалось насладиться сессией. Ага, конечно. Могу я узнать, какой символ указан на внутренней стороне вашего приглашения? Не сомневаюсь, что вы обратили на него внимание. Нет, не видел. До того, как мое зрение было любезно у меня отнято, я заявлял, что символ слишком большой, учитывая тонкость его послания. И тот факт, что наше приглашение напечатано на картоне, а не на бумаге, я любезно попрошу вас покинуть здание.
Упс. Ладно. Это мы налажали чуть-чуть. Что нам делать? Знаешь, не хочется отрываться, но здесь есть режим стримера. Давай включим, чтобы можно было делать выбор в паузе. А то мне не хватает времени, серьезно, решить. Решить мне не хватает. Ну, теперь делать, братана. Может, тоже прикольно. Ой, да я просто... Вы не будете заходить или... Предполагаю, что консьерж был не сильно дружелюбен. Странный он какой-то. Иначе вы были бы уже внутри, да? Только еще вы не сомневаетесь. Если вы сомневаетесь, как я... Меня зовут Кристофер. Я ищу кое-кого. Что это за отель, и у тебя не горит сигарета? Я кое-кого ищу. Вы имеете в виду, что она там? Оу. Мне жаль. Дело в том, что приглашение не приходит тем, у кого все хорошо. Я тоже здесь ради дочери. Но она не внутри. Дело во мне. Я не хочу, чтобы она росла с таким отцом, как я. Очень волнуюсь. Похоже, что она вам очень дорога. Так и есть. Но это место может очень сильно вас поменять. В хорошую сторону. Либо... По крайней мере, я могу вам помочь. Если мы пойдем вместе... А ну-ка, давайте нажмем D. Отель «Остров приливов» просит и требует от имени доктора Анистон всех, кто это может касаться, разрешить предоставителю пожизненный доступ на прилив в соответствии с правилами, без ограничений, препятствий, и оказать предъявителю такую помощь и содействие, которые могут быть необходимы. И следует отметить, что все получатели данного, Что данного? Скажите мне, пожалуйста. Что данного? Ладно. Пойдем вместе. Так, пойдем вместе. Вы правда это сделаете? Пойдете со мной? Конечно. Ну что ж, отлично. Great. Come on. Пойдем. Блин, слушай, мне кажется, очень тихо. Мне кажется, это очень тихо. Отлично. Нашли новую невесту, как будто. А мы все, мы парочка. Кристофер, сладкий мой, ты меня напугал на лишь на мгновение. Я подумал, что я с другом. Это он меня убедил. Привет, меня зовут Джош Малоун. Да ёп-моё. А теперь слишком громко. Что это было? Обычно мы не разрешаем приводить гостей, но поскольку вы уговорили моего Кристофера, я не буду тестировать вас. Но вам нужно одеться. Почему бы тебе не пойти готовиться, мой сладкий? Увидимся там. Это... Угу. Братанейм. А вы следуйте за мной быстренько. А я прошу. Он вроде и так ходит. Что это такое? Что он с ним сейчас делает? Руки вверх, мой сладкий, позвольте мне снять вас с мерки. Послушайте, вы хотите участвовать или нет? Нам пора начинать выставку. Если вы не хотите... Вы вошли в девушку. Зачем снимать мерки?
Why are you measuring? Зачем вы снимаете мерки? Чтобы понять, подходит ли костюм, сладкий мой. Дело ведь не в том, что мы носим. Главное, как. Ключевой аспект в том, что важно для них. Всю красоту здесь, на острове приливов, создаю я. Четкое видение, многообразие, чтобы они могли найти суть. Но мне нужно другое. Я хочу найти своего хамелеона. Того, на ком они все будут сидеть идеально. Я подготовлю вам ваш костюм. Подождите в баре, я скоро всех позову. Теперь на выход, быстренько. Хамелеон. Такого еще не слышала. Найти своего хамелеона. Ох уж эти. Найти своего. Что за бабульки? О, господи! Ты чё? Красный или золотой ты? Excuse me? Прошу прощения. Вот видишь, еще один человек, который их не замечает. Вы никогда не смотрели вверх во время торжества? Именно поэтому шары должны быть золотыми на этой сессии. Но красный традиционный цвет. Ты уже это говорила, красный первичнее. Привычно, но чтобы кто-то другой приписал другой, что? Нужно попробовать что-то новенькое. Как вы считаете, дорогой? Зеленый. Просто шарики, господи. Это просто шарики, послушай. Да как вы смеете, молодой человек? Пойдем отсюда. Отвали. Да идите, господи. Проблема такая. Это что за... Уфиндра. Какой-то молодой человек. Вау, поговорить с мужчиной, поговорить с женщиной, сесть, стол, бар. Давайте поговорим. Я не знаю, что выбрать. Я склоняюсь к белой шнуровке, но она была в прошлый раз, и никаких изменений. Что не изменилось? О каких изменениях идет речь? У них снова не вышло номинировать меня. Лучшую модель. Звучит захватывающе. Но это не для всех. Какие правила? Вы выбираете маску, затем на торжестве надевайте то, что вам подходит. Побеждает тот, кому наряд подходит лучше всех. Вы хотите, чтобы вас номинировали? Вы никто, если вы вами не восхищаются. Я ищу девушку. Ух ты. Кого она переодета? Честно говоря, за этим сложно уследить. Меня всегда входит в плане последних новинок. Мода во время сессий. Уверена, что она много для вас значит. Или потому, как вы избегаете моего взгляда. Быть одного полностью приемлемо, но я считаю, что лучше с партнером. Я права? Конечно. Тогда найдите того, кто вам поможет. Ясно, с ним можно только замутить, но не спросить, где девушка. Ну, давай поговорим с мужчиной, может, с ним у нас получится поговорить. А то он стоит как вкопанный.
Как статуя. Он стоит даже лучше, чем те... О, господи, он реально как статуя. Я тут подумал, я пытался его предупредить. Но их невозможно изменить или обмануть. Консьерж служит напоминанием всем нам. Один своим взглядом. Кроме человека у бара, наверное. Я не пытался узнать, почему. На этот раз. Мне стоит найти ее. Она будет искать меня. Моя жена. У него шарики за ролики. Окей, тут реально все неадекваты. Эй! По-моему, нам сказали, что мы будем играть за главную героиню, но что-то как-то фигня какая-то. Так, присутствие на приливе. При просвещении прилива, который проходит раз в 3 года в течение 3 ночей, без возможности продления, необходимо соблюдать правильность действий, напоминая Удас Ничц. Выбор костюма. Во время прилива должны быть предприняты необходимые меры для выбора нового костюма. После примерки костюм должен быть выбран в ночь прилива и носиться в течение ближайшей сессии, таким образом останавливая не знаю, извините, что это читать. Дальше. Почитание праздничной ночи. Правильная концентрация во время церемонии снятия мерок, примерки и торжественной ночи является обязательной и прекращает всякую связь с внешним миром, тем самым изгоняя das Gerede. Все будут как один. Необходимо постоянно поддерживать соответствующие отношения к нашим избранным. Им рекомендуется исповедоваться в грехах во время сессии, и они будут прощены, если только не нарушат правила. 5. Никто не будет обременен. Правильное намерение достигается при отсутствии отвлекающих факторов и желания, что позволяет сохранять осознанность в течение всей сессии. Все члены жюри должны содействовать этому очищению посредством прилива. Жюри? То есть еще будет какой-то жюри. Это реально как конкурс красоты какой-то? Типа, что ли? Сохранение конфиденциальности. Правильная речь обеспечивает сохранение тайны прилива и ограничит отвлечение от нашей миссии. Большое жюри, а есть маленькое, отбирает тех, кто лучше всего подходит для этого путем приглашения. Соблюдение приличий. Правильный образ жизни поощряется между приливами, чтобы защитить костюм. Каждый должен быть возвращен в том виде, в каком он был подарен, никогда не обязывая костюм компромиссом, ограничением или условием в течение срока. Что? Поиск сути. Правильное представление жюри и их миссии должно быть в центре внимания прилива. Отвлечения должны быть забыты после очищения, что позволит приблизиться к нахождению ядра. Каждый должен следовать правилам и делать то, что должно. Наказание за нарушение правил – изгнание. Ну, хоть не казнь, знаешь, уже радует. Есть на пол, но давайте не будем. Давай я посмотрю, что там на столе у нас хоть. Давайте экшен какой-то. Начало фильма всегда скучное. О, записочки. Так, рум. Воу, полегче. Так, давай вот это прочтем. Стой. Блин, я нажала выход. Ай. Ты понимаешь, может быть, кто угодно. Интересно, он здесь? Из-за этой сети я не смог приблизиться к пониманию сути. Только зря потратила костюм. Секта какая-то. Реально. Встать у барной стойки, посмотреть на женщину, поговорить с пьяным. Давай посмотрим на женщину.
Мэри. А, это... Ага. Информация по костюмам? Костюм? Стой. То есть костюм у них не костюм, а человек? То есть они тратят костюм людей? Эрик умер, вы не замешаны, но подозреваетесь. Продвинуты на место Эрика. Брак по любви, Джессика замечательная. Походу, это реально так. Нет прогресса на этой сессии. Специальное задание доктора Анистон потребует смены адреса. В настоящее время проживает в съемной квартире в центре Лондона. По-прежнему очень активна и подвижна. Семьи нет. Отлично подходит для тех, кто хочет обосноваться на одну сессию. У нас кто? Мисс Бейсли. Они снимают мерки, чтобы подобрать правильный костюм. Похожий? Да, что-то уже реально напряженно стало. Мышку убираем. Джереми. Ой, боже. Твой ход, Пол. А я не Пол. Ой, вы не Пол. Ага. Ой, ладно, будешь Полом. Прости меня. Скоро я стану проблемой для другого жалкого BBB. Все? Заснул? Поговорили. Что там нашел? Ой, ты чё гонишь? Я не умею играть в шахматы. Серьезно, я не умею играть в шахматы. Это у нас что? Это пешка, а это ладья. Слон. И меня слон потом съест. Возможно. Нет, не сможет. Или сможет. Я не понимаю, ну сори, я не умею играть. Меня съест. Ладья. А как они ходят? Слушай, а как они ходят? Мы ж не сможем забрать ее. Мы ее не сможем забрать. Королева. Королева как ходит? Я не знаю, как ходит королева. Тем более, как... Слон, я знаю, буквой Г ходит. То есть он пойдет так или так. То есть, без разницы, он меня забрать не сможет. Но если вот так, слон меня заберет. И пойдет вот так вот. Давай королевы. О, вверх по диагонали. Вдоль. Одну. Назад. А можно вообще назад? Можно в другой походить, пожалуйста? Так, ладно. Меня здесь, по идее, никто не заберет. Кроме этой хрени. Давай по диагонали. Или это не как шашки? Ничего не зависит. Надо идти на уроки. Давай встанем у барной стойки. Это самое веселое иногда. Не сомневаюсь, что вы пришли сюда, чтобы повидаться со мной, да, мисс Джордан Хемлок. Не удивлен, что вы слышали обо мне. Сплетни не молкают. Видите ли, на этой сессии я провел больше времени в одиночестве. И начал рассуждать над термином «сессия». Звучит ужасно. Эрго. Я создал петицию для большого жюри. Целью изменения терминологии. Что вы думаете о слове «период»?
Период. Зачем менять одно слово? Как прошел ваш период? So how was your Итак, как span? прошел ваш период? Я знала, что могу рассчитывать на вас. You remind me Вы, of myself. напоминаете мне меня, до того, как я надела это на себя. Actions speak louder than Действия words can говорят be громче spoken, слов, as the saying как is. говорится. Right. Точно. And these А это большой жюри. grand elect, they choose Это who они come here, выбирают do тех, кто сюда попадает, не так ли? Invitation only. Только по приглашениям. Oh, they О, они rabble хвастают about their своей inclusiveness, but all I can see in these инквизивностью, но главная цель этих правил are как бы rules to удержать keep out подальше those they тех, deem кого они не unsavory. хотят видеть. But Ну что, если мы проведем should we слушание call for a hearing at the во время measurement снятия in мерок front of перед всей all the постовой, viewers, ergo они they будут have обязаны to ее consider рассмотреть it без without преимущества benefit of doubt. состязательности. Ага, вообще-то да. They don't Но они не have to обязаны меня listen to слушать. me. Угу. There are rules in place to stop Существуют that правила, too. которые пересекают и такие. Правила можно нарушать. Правила существуют не просто так. Rules can be Правила broken. можно нарушать. Oh, if Если бы. only. Unless, Хотя, like the democracy как of американская America, демократия. you scratch me my Услуга back, and за then you can услугу. demand a Помогите favour мне и later. сможете вы попросить о чем-то меня. Right. Ясно? I В mean, And I смысле, would guarantee it. я вам это гарантирую. Anything. Все что угодно. О, какая-то посессия не вернулась. Доброго дня, сладкие мои. Снятие мерок вот-вот начнется. Поэтому прошу вас взять ваши костюмы, маски, следовать за мной. Быстренько. Большой жюри ждет. Я пока ничего не понимаю, но кажется, мы нашли себе другана. Будем манипулировать и расследовать. Напрямую в лоб тут нет смысла спрашивать, куда делась наша дочь, девушка или типа того. Ну, дочь есть, походу. Ты чё, угораешь? Ты чё, и думаешь, я помню, какой номер? Я не помню, какой номер. Ресепшн. Это ресепшн? Какой у тебя номер? Нам не говорили. Нам не давали номера. Давай 5. Ой, извините, Sorry, я... Мне стоило бы хотя бы сделать вид, что я знала о вашем визите. Сядьте, если вас радует перспектива. Давай, послушаем. Мышку берем. Я тоже была скептически настроена. Но после 212 предсказаний моя конверсия значительно повысилась за время сессии. Я начала возвращать вложенное только после того, как решила поверить. Королева Треф хочет показать себя. Вы что-то ищете? И кого-то. Допустим. Интересно, хорошо. А что это за кобура маленькая? Что это за коробка? Девушку. И даже если вы не верите, есть 78 карт и бесконечное число комбинаций. Как скажете, вы не должны бы видеть эту последовательность? Я еще не закончила раздачу, так что... Короче, здесь иногда в словах бывает ошибка. Выбирайте карту и давайте посмотрим. Я чувствую, что я хочу взять среднюю карту. Да. Я вершу судьбу. Оу. Интересно.
К концу этой ночи вам придется сделать выбор. Which is the right Как choice? делать правильный выбор? Правильный выбор тот, который, как вам кажется, будет наиболее выгоден для вас. Was there something about a Так, girl? что там говорится девушке? Anything? Хотя бы что-то. Thanks. Спасибо. А чё это? Чё она дальше мне ничего не говорит? Зачем она мне хоть что-то подкинула, какую-то фигню? Мне придется делать выбор. И все. Чё за бред? Эй! Вы меня не знаете, но я вас нашла. И это я написала это письмо. Я Прайс. Your Вы price? Прайс? А чего вы ожидали? Поспорила с собой на бутылку Бюсмилис, но вы не придете. Вы не придете. Слышала, что вы никогда не появлялись. И люди не меняются. Так что была уверена, что выиграю этот спор. Но за такими нужен глаз да глаз. Так почему вы здесь? I'm here for Eleanor. Ради Элеонор? Что, родительское чутье разыгралось? Came, didn't I? Послушай, я же здесь. Какая разница? Well, why did you write А the зачем letter? тогда ты написала это письмо? На случай, если со мной что-то случится. Чтобы хоть кто-то знал, где она. So have you found her? Итак, ты нашла ее? Это Это было бы прекрасно, не так ли? У меня было бы меньше хлопот. Hey, you don't Эй, know ты what не знаешь, happened. что произошло? Она толком ползать не могла, когда ты ушел. Не видел, как она делала первые шаги. Но думаю, ты преподал ей отличный урок. Ни на кого нельзя надеяться. Что ж, если ты хочешь найти Элеонор, тебе придется постараться. Гости собираются внизу, в этом. Я найду себе, пойду вниз и узнаю, у кого она. Но если ты не придешь, я не удивлюсь. Думаю, что она тоже. Это что за платье? Тут все в платьях ходят или что? What does yours do for a living? Accountant. Boring. У кота в Лондоне дорога сущий кошмар. Хочу обосноваться поближе к следующей сессии. Ты сильно потеешь? Слушай, давай-ка на этом приостановимся. И, наверное, продолжим играть в следующей серии, потому что мы уже, по-моему, затянули серии, и тут уже какая-то вакханалия лютая происходит, так что давай это отложим. Если хочешь продолжение, обязательно напиши об этом в комментариях, поставь царский лайкосик, не забудь про подписочку и колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И все ссылочки на в описании и на мой второй канал, и всем